Девушка по имени Криси, выйдя во двор и окинув взглядом свои владения, вдруг заметила на дне детского бассейна что-то шевелящееся и пытающееся выбраться наружу. Она подошла поближе к маленькому водоему и обнаружила в нем маленького зверька. Сначала было непонятно, что это за животное, но при ближайшем рассмотрении Криси выяснила, что перед нею крошечный бурундук. Зверек никак не мог выбраться из водной западни. Вероятно, он выбился из сил, так как не сопротивлялся. Криси без труда взяла его в руки и завернула в мягкое полотенце. Бурундук почти не шевелился, и обеспокоенная спасительница решила обратиться за помощью. Она позвонила в местную службу защиты животных, чтобы спросить, как быть с найденышем, который получил кличку Чипи. Специалисты службы порекомендовали поместить бурундука в безопасное и теплое место, коробку, застеленную полотенцем. Также защитники попросили Криси предоставить спасенному зверьку пищу и питье. Девушка поставила в коробку небольшую миску, наполненную водой. Также она предложила бурундуку корм для птиц, которые живут на ее участке. Другой подходящей еды не нашлось. Специалисты уверили Криси, что все будет в порядке. Они рассказали, что бурундук наверняка пребывает в состоянии шока, из которого вскоре начнет выходить. Так и произошло. Сначала Чипи практически не подавал признаков жизни, но потом он попытался встать и сильно задрожал. А чуть позже зверек смог перемещаться по коробке и добрался до емкости с водой, откуда сделал несколько глотков. Это было хорошим знаком. Бурундук оправился от перенесенного потрясения, а спустя еще некоторое время поел. Криси оставила коробку со своим новым пушистым знакомым рядом с открытым окном, чтобы Чипи смог беспрепятственно покинуть временное пристанище и отправиться в свой родной дом, на природу. И он сделал именно так. Но спасенный неравнодушной девушкой бурундук не спешил покидать двор. Он решил остаться рядом со своей спасительницей и вырыл небольшую нору около ее дома. Также он периодически забирается на дерево и словно наблюдает за Криси. А она считает, что Чипи понимает, что остался жив благодаря ей. Вот такая история чудесного спасения.